I've been writing a commentary in Proverbs. Я писал комментарии к притчам. But what I am doing is I'm taking Proverbs and I'm translating them into English. Я беру притчи и перевожу их на английский. And then I'm writing a blog on each one. И я пишу блог по каждой из них. This one's about, I'll read, maybe you want to translate that, can you? Дурак считает, что он делает правильно, но тот, кто слушает советы, является более мудрым. So this is a commentary по-английски about this one proverb. И это комментарий на английском, касающийся этой одной притчи. But the proverbs are just rules for how to live life. Но сами по себе притчи являются правилами того, как нужно жить в жизни. Right. I'll share this the web address with you later, so you can Я look at поделюсь it. позже с вами этим веб-адресом, чтобы вы могли почитать мои комментарии, если захотите. Right. For now, I just wanted you to understand that I'm working on these proverbs. Сейчас я хотел просто вам дать понимание того, что я работаю, анализирую эти притчи. So these rules, like in Proverbs, will tell us if we go one way, our lives will go well. Эти правила, которые мы видим в притчах, показывают нам, что если мы идем одним путем, наша жизнь сложится правильным образом. But if we go another way, Если мы пойдем, выберем другой путь, our lives will go wrong. наши жизни могут сложиться неправильно. And my main audience for these proverbs is my grandchildren. И основные, для кого я пишу эти толкования этих притч, это мои внуки. But they don't have the time to read them. Но у них нет времени их читать. Often, but it's also for other people. Но это также для других людей. And they demonstrate in a very practical way the wisdom of God. И в очень практическом смысле в этих притчах продемонстрирована мудрость Божья. And it demonstrates how there are rules regarding our relationships getting along with people. И есть правила, касающиеся отношений, касающихся того, как находить контакт с людьми. But if we read carefully, но если мы внимательно читаем, we'll realize that behind these things is the fact that the relationship with God is the key to making life work. Мы осознаем, что отношения с Богом являются ключевыми в том, чтобы сделать так, чтобы наша жизнь складывалась конструктивно. And that if we're not in a right relationship with God, we really can't expect life to work very well. Если наши отношения с Богом не являются правильными, мы не можем ожидать, что наша жизнь сложится должным образом. And one of those rules about living well with other people, as we see that comes through very often in the Proverbs, is the rule of humility. И одно из правил, которое касается жизни с другими людьми, мы можем читать о нем много в притчах, это правило, касающееся смирения. You might remember from one of our exams that Alfred Adler believed that all behavior has a, right? И как вы помните, Альфред Адлер верил, что у любого поведения есть цель. What? A goal, a purpose in mind. Now he said that about people. И Адлер говорил об этом, когда он описывал поведение людей. But I said that people are made in God's image. Как я говорил, люди созданы по образу и подобию Божьему. And so I believe that also applies to God. И я верю, что это также относится и к Богу. That God always has a reason for everything he does. Что у Бога есть причина на все, что он делает. So we'll say that to someone when something difficult happens. И я верю, что если что-то сложное происходит с кем-то, God has a reason. у Бога есть на то причина. We don't know what it is, Мы не maybe. знаем, возможно, о том, в чем суть. But we believe that God has a reason. Но мы верим, что у Бога есть причина. And what we're saying is that God doesn't waste any action that he does. И мы верим, что Господь не делает зря ничего вообще. And that everything he does is perfect. И что все, что он делает, идеально. So also as we begin to look at the universe around us, Но по мере того, как мы смотрим на Вселенную вокруг нас, we can see, as it were, God's fingerprints everywhere. мы видим отпечатки пальцев Бога везде. That his design, Что это Его творение. his purposes, Творение, Его создание по Его дизайну, с Его целями. perhaps in the trees or the flowers, Возможно, в деревьях и цветах. or the stars, or the way the sun goes across the Или sky, в том, как устроены звезды, или в том, как солнце идет по небу, or the zebra, или даже в том, как выглядит зебра.
Nothing is here by accident. Ничего нету там случайного. Everything God has made has a То, purpose. что Господь создал, имеет под собой какую-то цель. And so that's the image of God too. That what he does for a reason and for a purpose, just like we do. И это образ Бога. По аналогии с тем, как мы делаем все, что мы делаем, по какой-то причине, с какой-то целью, Господь делает это аналогичным образом. And when we understand that people do things for a purpose also, Когда мы понимаем, что люди делают то, что они делают, тоже с определенной целью, we understand that because we are made in God's image. мы понимаем это, поскольку мы созданы по образу и подобию Божьему. So God doesn't do random things with no reason. Господь не делает что-то просто случайно, без причины. And neither do we. И точно так же мы. There is a logic to all of the things that we do. Есть логика во всем, что мы делаем. It may be imperfect logic. Это, возможно, не идеальная логика. It may be logic that doesn't fit all of the information, Возможно, это логика, которая не соответствует всей информации, but it makes sense to us. но она имеет смысл, она является осмысленной, понятной для нас. Well, here's an example. Here's an example coming of something that sounds logical to some people. И вот еще пример того, что для многих людей кажется логичным. I want to talk about the idea of, I'll call it victimism. Is that okay? Я хочу поговорить о понятии виктимизма. Right. Let me explain a bit. Разрешите мне объяснить. You might be the victim of what someone else has done, Вы можете быть жертвой того, что сделал другой человек. but you're not just a helpless victim, Но вы не просто беспомощная жертва. because you can choose how you're going to respond to what happened to you. Поскольку вы можете выбирать, как вы будете откликаться на то, что произошло с вами. Now, being a victim is something that almost all of us can say about ourselves. Каждый из нас практически может сказать о себе, что мы являемся жертвой чего-то или кого-то. Because probably every one of us someone has done something bad to probably almost every one of us. Потому что по отношению к каждому из нас мог быть кто-то, кто сделал что-то нехорошее. But victimism means that we blame everything that's wrong in our lives on someone Но else. виктимность означает, что мы перекладываем ответственность за все, что складывается недолжным образом в наших жизнях, на кого-то другого. Because someone else hurt us. Потому что кто-то другой причинил нам боль. So we treat people as if all they are is a survivor or a victim. И мы относимся к людям, как будто все, кем они являются, это просто жертвы или жертвы или выжившие. And they may get the idea that they don't have any power. И у них может сложиться впечатление, что у них нету никакой силы. Of course, we might have an interest in encouraging people to believe that they're a victim. И у нас, конечно, может быть определенная заинтересованность в том, чтобы ободрять людей, укреплять людей в их убеждении, что они являются жертвами. If this is how we make our living, Если это то, на чем мы зарабатываем себе на жизнь, you understand, I'll benefit if you remain a victim. вы понимаете, что я могу много получить, если вы будете чувствовать себя жертвой. And we can also feel better about ourselves because we're helping someone. И мы можем себя чувствовать лучше, потому что мы помогаем кому-то. And the longer we help this person, the better we'll feel about И ourselves. чем больше мы помогаем кому-то, мы тем лучше будем себя чувствовать. Now, I don't want us to ignore the fact that people are victims. Я не хочу, чтобы мы игнорировали тот факт, что люди могут быть жертвами. And I think it's very important to respect people who are victims, especially early in a counseling И relationship. очень важно с уважением относиться к людям, которые действительно стали жертвой, в особенности на ранних этапах процесса консультирования. Because the victimization might be a part of a person's life without them really being aware of it. Потому что виктимизация, виктимность может быть частью жизни человека даже тогда, когда человек этого вообще не осознает. But as they learn about it and as they think about it, Но по мере того, как человек узнает об этом, обдумывает, hopefully we can see them, help them to see the other resources that maybe there were at the time that they didn't know about. есть надежда, что они, может быть, увидят другие ресурсы, возможно, были времена, когда они об этом не знали. Or maybe there are things that they can do now that they didn't realize they could do.
И, возможно, есть то, что они могут делать сейчас, что они не осознавали, они могут делать. So I guess to say that we're offended by something doesn't necessarily make you a victim of oppression. И сказать, что если мы говорим, что мы обижены кем-то, это не значит, не обязательно значит, что мы являемся жертвой какого-либо преследования или ущемления. Even though we need to respect the fact that people have been victimized, А несмотря на то, что нам нужно с уважением относиться к тому факту, что люди стали жертвой чего-то, we want to help people get a sense of power beyond just being a victim. нам очень важно оказывать помощь людям в том, чтобы способствовать формированию у них силы в их способности преодолевать то, что произошло. Because in a way, if we cling to that identity of being a victim, Потому что если мы все время будем обращаться к их идентичности жертвы, in a way it's giving power to the person who hurt us. в определенной степени это больше усиливает человека, который причинил нам боль. It's living out of a sense that I am weak and everyone else is powerful. И это может укреплять человека в его ощущении, что он является слабым, а все остальные сильные. And this takes away our sense of confidence ourselves. И это забирает чувство нашей уверенности в себе. So I try to, when we're talking about people who've been victims or a client who's a victim, И когда мы говорим о людях, которые являются жертвами, или о клиентах, которые являются жертвами, to respect the fact that they've been victimized, важно очень с уважением относиться к факту того, что они были в ситуации, когда кто-то нанес им ущерб, but not stop there. но они не остановились там. So, for instance, to say, yes, you've been hurt, И нам важно не останавливаться там и признать, что да, вам причинили боль. what can you do about it now? Что вы можете делать с этим сейчас? How do you want to live? How do you live? Since this has happened to you, how do you want to live now? И несмотря на то, что это произошло с вами, как вы хотите жить сейчас? And so I want to say, you're a victim, but you're not a helpless victim. Я хочу сказать, что вы являетесь жертвой, но вы не беспомощная жертва. Certainly what happened to you is not your responsibility, it's not your fault. А то, что произошло с вами, не является вашей ответственностью, не является ошибкой. That fault lies with someone else. Это ошибка кого-то другого. But you're not only a victim, Но вы являетесь не просто жертвой, and you're not a helpless и victim. вы не беспомощная жертва. You can't really help what they did to you, that's not your fault. Вы не можете ничего сделать с тем, что уже сделано по отношению к вам. Это не ваша ошибка. But you are responsible for how you respond to it and what you do about it. Но вы ответственны за то, как вы реагируете на это, как вы отвечаете на то, что произошло, и что вы делаете с этим. All right, so that's I wanted to talk about the victim mentality a little Я bit. просто хотела поговорить немножко о ментальности жертв. Because a lot of people, how should I say, being a victim is a large part of their lives. Поскольку для многих людей тот факт, что они являются жертвой чего-то, сам этот факт является важной, большой частью их жизни, значимой для них. And I believe I'll talk a little bit later about how it can change our way of thinking. И немножко позже я коснусь того, как это может менять их мышление. So then that we're not living a life that's very much according to the rules. И тогда люди проживают свою жизнь не так, как они могли бы ее прожить на другом уже уровне, с другим подходом к тому, что произошло с ними. So any questions about the victimism? Есть ли у вас вопросы на тему виктивности?